Наш организм накапливает в себе много токсинов и аллергенов, а семена льна максимально бережно выводят их. В семени льна в 100 раз больше лигнанов, чем в других растительных продуктах, хорошо известных как антиоксиданты. Кстати, льняное масло содержит меньше лигналов, чем цельное семя. В составе льняного семени присутствуют в большом количестве ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6. Эти кислоты обладают противовоспалительными и регенерирующим эффектом и снижают уровень плохого холестерина в крови, что улучшает работу сердечной мышцы и укрепляет стенки сосудов. Согласно клиническим исследованиям, прием 3 столовых ложек зерен ежедневно на протяжении 3 месяцев может снизить плохой холестерин примерно на 20%. Согласно другим исследованиям, люди, принимавшие по 30 грамм льняных семян ежедневно на протяжении 6 месяцев, отмечали снижение давления в среднем на 10 единиц. В 17% случаях наблюдалось снижение резких скачков давления. Как мы уже упоминали выше, в семени льна содержится повышенное содержание лигнанов, натуральных гормонов, блокирующих действие плохих эстрогенов. При регулярном употреблении семян льна снижается риск развития раковых заболеваний, особенно рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин. При этом льняное масло не обладает таким мощным эффектом. Замечено, что женщинам семена помогают нормализовать гормональный баланс и снизить частоту приливов при климаксе. Благодаря своему омолаживающему действию они повышают упругость кожи и замедляют процессы старения. Женщинам после 40 и старше использовать льняное семя для волос будет хорошим решением. Волосы будут менее ломкими, и к ним возвратится естественный здоровый блеск. Еще применяют семена льна натощак для желудка и при гастритах. Лечебное действие объясняется высоким содержанием слизи. Она как пленка покрывает воспаленную слизистую оболочку и препятствует ее раздражению. Поэтому боли уменьшаются, слизистая успокаивается, начинается процесс заживления. Кроме того, семена льна являются важным источником селена, который в свою очередь препятствует развитию опухолей, очищает организм от тяжелых металлов, помогает улучшить зрение и мозговую деятельность. Народная медицина успешно использует семена льна при панкреатите и запорах. В каком виде льняное семя принесет максимум пользы? Первое. От семян льна в истолченном виде пользы больше, нежели от цельных семян. Мы рекомендуем размельчать семена в ступке или в ручной мельнице. При этом мы не рекомендуем использовать кофемолку или другое устройство со сверхвысокими оборотами, чтобы не было разрыва молекул. Кто-то может усмехнуться, слыша подобное, и подумать, что это лишнее. Вы можете не следовать нашим рекомендациям, но мы используем только ручное измельчение всех семян и всем рекомендуем делать так же. Второе. Семена льна желательно употреблять в пищу сразу после измельчения из-за их быстрого окисления на воздухе. Не нужно заготовлять семена впрок, пользы от них будет немного. И еще момент. В интернете есть много рецептов, часть из которых неправильные. Запомните, размолотое семя льна не нуждается в термообработке. Употребляйте его только в сыром виде, и тогда будет вам от него польза. Высокая температура нейтрализует многие полезные вещества. Отвечаем сразу на вопрос, нужно или не нужно настаивать семена в воде. Настаивать нужно в двух случаях, если вы хотите сбросить вес или у вас гастрит. О том, как правильно пить семена льна с водой, вы узнаете прямо сейчас. Как правильно есть семена льна и какая дозировка? Употреблять их можно по утрам, просто добавляя в измельченном виде в кашу хлопья, йогурт, творог, а также выпивая на полдник с кефиром или простоквашей. Стоит отметить, что суточная норма употребления семян льна в профилактических целях составляет 25 грамм, в лечебных целях 30-40 грамм
Это примерно 2 столовых ложки. Правильно съедать 50% от нормы в первой половине дня, а другие 50% можно съедать после обеда. Курс лечения от 1 до нескольких месяцев. Есть сведения, что прием семян менее 5 грамм в день малоэффективен. Просто имейте это в виду. Как пить семена льна для похудения? Для снижения веса семена рекомендуется принимать с водой. Для этого утром и вечером съедайте по 2 столовые ложки семян, запивая большим количеством теплой жидкости. Жидкость необходима для того, чтобы семена как можно больше набухли и заняли весь желудок. Вообще для похудения очень важна вода. В течение дня старайтесь выпивать не менее 2 литров чистой теплой воды. Семя льна. Противопоказания. Семена льна могут нанести какой-то вред только в случаях неумеренного потребления, более 50-60 грамм в сутки. В меньших дозировках никаких проблем не должно быть. Есть специальная рекомендация для людей, имеющих гастрит в стадии обострения. При гастрите следует 2 раза в сутки, утром на голодный желудок и на ночь, выпивать по 1 стакану настоя. Он готовится из 1 столовой ложки семян, залитых 2 стаканами кипящей воды и настоянных в ней не менее часа. Покупка и хранение. Семена льна продаются в 3 видах – цельном, молотом и измельченном. Молотый лен годен около 4 месяцев. Цельные семена хранятся до 2 лет. Измельченный вообще не вариант. Вот почему льняное масло часто оказывается неэффективным. Жирные кислоты в нем уже окислены. Единственное исключение, если вы используете свежайшее льняное масло и правильно храните его. Мы рекомендуем покупать именно цельные темно-коричневые семена. При выборе ориентируйтесь на дату сбора и целостность упаковки. После покупки семена пересыпьте в стеклянный контейнер с крышкой и уберите в холодное, но сухое место. Важно, чтобы не попадала влага, иначе семена испортятся. Семена льна ни в коем случае нельзя выставлять на яркий солнечный свет. Под его влиянием масла и жирные кислоты окисляются и образуют вредные для организма канцерогенные пероксиды. Свидетельство этому характерный прогорклый вкус семян. Это прямой сигнал о том, что такие семена пора выбрасывать. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.